Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с американистом Алексеем Наумовым. Он на связи. Алексей, приветствую вас. Да, добрый день. Приветствую всех подписчиков Александра и всех призываю подписываться на мой телеграм-канал alexeynaumov.внешпол. Давайте следить за всей этой красотой и думать над ней вместе. Спасибо. Да, давайте подумаем, потому что сейчас острейший этап противостояния в Украине, такой темный этап, потому что по 12 часов там и больше нет света у людей. Удары наносятся, скажем так, регулярно и дронами, и ракетами. Власть говорит, мы заботимся, все ремонтируем. Был даже такой эпизод, когда Центрэнерго выкатила такой душераздирающий пост, что все пропало. Но потом, видимо, позвонили из офиса президента, в общем, натыкали. И они там немножко подредактировали, что делаем все возможное. Действительно, ситуация обостряется. А Трамп в стороне, а Трампу нипочем. А Трамп по-своему видит происходящее, у него свои дела, причем такие интересные. Едет он на матч, на стадион, его там освистывают во время речи. И, в общем-то, обещает по $2000 каждому за тарифы. То есть у него как бы другая поляна. Абсолютно все равно и плевать на то, что происходит здесь, потому что Трамп уже, судя по всему, ушел. Вот мы долго говорили, Трамп уходит, уйдет, ушел. И сейчас мы видим, ну, такие достаточно робкие, но все-таки потуги как-то его вернуть опять назад в Украину. Тут выходит Залужный и публикует колонку, где, не называя Трампа, но фактически говорит, что нельзя принуждать Украину к капитуляции, потому что вот смотрите, за нами Европа, да и вообще пришел тут враг на нашу землю, а мы вот это... В общем, душераздирающая поддержка со стороны Залужного, я так понимаю, общей линии партии офиса президента. Сам же президент, ну, вот видим, ведет себя так, как ведет. Но все-таки вокруг Трампа, если каким-то таким макаром попробовать разложить его позицию, нам было на прошлой неделе четко заявлено: после Газа Украина. А что останется от Украины к тому моменту? Это хороший вопрос, который, мне кажется, украинцам стоит задать самим себе. Потому что на самом деле, если задуматься и вполне откровенно, да, никто не заботится об Украине. Западные страны, Европейский Союз в первую очередь, который поддерживает украинскую военную машину и украинскую экономику, не заботится об Украине как таковой. Он заботится буквально о своем инструменте, который используется для того, чтобы противостоять России, для того, чтобы с Россией воевать. То есть, грубо говоря, как они говорят, ну вы хотите воевать, а то, что у вас разрушается страна, гибнут мужчины, уезжают женщины, рушится инфраструктура, ну это же ваше решение. Вы же этого хотите, вы же сами на это согласились, а мы вас поддерживаем. Поэтому, на самом деле, знаете, никто, как вот в известном, так сказать, стихотворении, и никто нам не поможет, и не надо помогать. Вот если бы эту мысль как бы осознали наши украинские коллеги, то я думаю, что в этом плане было бы проще. Потому что, понимаете, Западу воевать с помощью украинской дубинки, а украинцам жить в этой стране. Украинцам нужна эта инфраструктура. Им ходить по этим улицам, отдавать детей в эти школы и, грубо говоря, то есть, как бы, не знаю, ложиться в эти могилы буквально, да, и ничего этого не понимают люди, которые сейчас занимаются накачкой военной машины Украины. Им Украина нужна как инструмент, а не как страна для жизни. Дональд Трамп при этом заявил, вы справедливо отметили, что он говорил, что после Газа постарается разрешить украинский конфликт. Он же, однако, допустил другое высказывание, что иногда двум, значит, дерущимся людям нужно позволить драться. Представители его администрации говорили, что они будут давить и на Зеленского тоже. Это не будет давлением исключительно на Россию. И, соответственно, грубо говоря, сейчас Дональд Трамп немного отошел в сторону. Я не думаю, что он ушел, он отошел в сторону. У него действительно хватает других забот. Вот шатдаун, собственно, замечательный, приостановка работы правительства, рекордная в истории. Сейчас мы видим, что предпринимаются шаги по тому, чтобы выйти из этой ситуации. И опять же выйти из этой ситуации победой Трампа, потому что шаги предпринимаются с точки зрения его оппонентов. То есть у Дональда Трампа своя жизнь, своя ситуация, у него свои приоритеты. И он хотел бы разрешить украинский конфликт, но
Он, во-первых, пока считает, что так как стороны не созрели, он просто отойдет. А Украина не может себе этого позволить. Россия, как мы видим, это может себе позволить. И, в принципе, уход Дональда Трампа для России это один из благоприятных сценариев. То есть победа — это наиболее благоприятное достижение целей. А второй благоприятный сценарий — это уход Дональда Трампа из вообще этого процесса. Для Украины это смерти подобно. Мы видим, что Украина продолжает проигрывать. То есть, понимаете, как я говорил, эта ситуация похожая на Первую мировую войну в том плане, что да, продвижения на фронте довольно небольшие, если мы там смотрим с точки зрения там земного шара, но когда точка доходит до критической ситуации, начинается критическое, какое-то каскадное такое вот падение всей этой ситуации. Поэтому да, Дональд Трамп говорит Украине: ну вы же можете там победить, вот и Орбан пошутил, что чудо может произойти и Украина может победить. Ну побеждайте, типа чего вы ждете? Когда вы придете ко мне еще раз просить меня о помощи, я вам напомню, что я говорил, что вам нужно идти на уступки, что вам нужно идти на компромиссы. Путин вам предлагал, ну, соглашайтесь, а если не соглашаетесь, ладно, хорошо, мы вам продолжим продавать оружие, мы продолжим, выступать такими наблюдателями, но помощи и поддержки от нас вы не дождетесь. Так что у Трампа свои приоритеты, и он делает то, что обещал. Он отходит в сторону, он дает сторонам продолжить конфликт, и когда сложится новый баланс, что называется, сил, новый баланс взаимоотношений, он ожидает, что стороны еще раз к нему придут, и он скажет: ну что, на этот раз вы готовы мириться? Подождите, вот это, кстати, очень интересный момент, интересное умозаключение. Он ожидает, что стороны к нему придут. Есть такое ощущение, что стороны к нему не придут. Почему он это ожидает? Давайте так, ведь это принципиально важный момент. Я понимаю, что без света люди гибнут, война, но почему к Трампу они должны прийти, раз, условно, Трамп так себя ведет по Украине? Ну а куда, собственно, понимаете, безусловно, всякое разрешение этого конфликта, оно будет каким-то образом включать посредничество Соединенных Штатов. Потому что Россия заинтересована в том, чтобы с Соединенными Штатами иметь какое-то взаимопонимание по вопросам безопасности. Украина заинтересована в том, чтобы с Соединенными Штатами иметь какие-то отношения и быть, соответственно, каким-то, вассалом, подчиненным, форпостом, представителем, агентом, не знаю. Поэтому, безусловно, финальное разрешение этого конфликта, оно будет включать некие третьи стороны. России, к тому же, необходимо, было бы хорошо участие Европейского Союза в этом всем, с конструктивной позицией, потому что от Европейского Союза нам никуда не деться, и им никуда от нас не деться. Когда они поймут, что взаимоотношения неизбежны, нам нужно выстраивать какое-то взаимопонимание, это не то, что мы хотим очень сильно но выбора нет. Мы живем на одной земле, мы живем рядом друг с другом. Поэтому, да, безусловно, стороны придут к Дональду Трампу, но в каком смысле? Россия приходит, она хочет приходит, хочет не приходит. Мы понимаем, что для России трамповское какое-то участие не критично. Наоборот, России даже выгодно, когда Трамп отходит от ситуации, перестает помогать Украине, обращает на это все меньше внимания, не вводит какие-то санкции, и Россия продолжает побеждать на земле. Украина не может позволить себе полностью отойти от Дональда Трампа. Так что смотрите, я думаю, что будет такая ситуация, когда через Дональда Трампа Украину принудят к каким-то еще уступкам, дополнительным, которые Россия сможет получить договорным способом, не будучи вынужденной получать их способом военным. Поэтому участие Трампа будет, и стороны к нему придут, потому что финальную печать он на этом поставить должен. Это всем необходимо. Без США мы тоже никуда... в смысле, мы никуда не деться от США в этом мире. Тут смотрите, мы вспоминаем слова недавние, пару дней назад, Лаврова, который говорит, что Америка должна, в общем-то, принудить Зеленского к тем или иным условиям. Об этом договорились якобы в Анкоридже. Но сейчас какие-то трудности в этом вопросе. Поэтому Америка должна решать эти трудности. В Украине огромнейший скандал. То, о чем ходили, рядили, говорили, суды, пересуды, вот это все, лясы точили. Вот, кажется, наступает. Прям, как говорится, понедельник, день тяжелый, и НАБУ приходит с обысками к Миндичу. Вопрос простой. Дроны. Вот это Firepoint. И
сразу сообщают, что сам Миндич сваливает со страны. Там есть еще какие-то там Цукерманы, ну, в общем, те, которые финансовую часть, бухгалтеры, в общем, этой всей истории, тоже уезжают. И крутится, что эта вся тема вполне себе под ну, таким контролем и может выйти в расследование ФБР. То есть ФБР берется как бы за дело. Да, пока там руками НАБУ, да, пока там это подспудно, да, там речь идет о человеке, который, собственно, связан с этим всем, и он был замешан еще в буризме при Хантере Байдене. Вообще такой, знаете, выгода вот как бы заглушить голоса прошлого у Трампа, она присутствует. Даже сегодня Трамп подписывает там помилование Джулиани, еще там целый список людей по поводу выборов 2020 года, тех, которые Байден обвинил, а он, видите, милует, отпускает, снимает эти все уголовные дела и преследования. И тут Украина. И тут коррупционный скандал. И кажется, на секундочку, что это вот то самое. Ну, многие же говорили, что сейчас вскроются какие-то деньги, какие-то компроматы, какие-то отмывания, какие-то вещи, и Америка тут должна быть на коне, потому что ФБР, условно, или Америка представит миру, ну, давайте так, теневую сторону войны и управления войной конкретно Зеленского, потому что Миндич это очень близкий к Зеленскому человек и сооснователь «Квартала 95». Мы, вот есть по косвенным признакам, да, понимание, что это уже началось? Ну, вы знаете, это такой давно идущий процесс. Дело в том, что Владимир Зеленский находится в довольно сложной ситуации. С одной стороны, он проигрывает войну, но как бы об этом забудем. У него есть, помимо этого, еще как бы сложности. Сложности состоят в том, что ему необходимо поддерживать вот эту коррупционно-емкую систему современной украинской экономики. Ему нужно, чтобы заказы получали Firepoint, ему нужно, чтобы Миндич там богател и другие всякие люди со сложными фамилиями. Но Я прошу прощения, есть очень простая фамилия, режиссер, в том числе «Слуги народа», Кирющенко, и о нем говорят, что он владеет и дронами, и электроэнергией, но все прекрасно понимают, он режиссер, он ставит пьесы, снимает фильмы, но на него записано как, ну, доли в этих корпорациях, поэтому и сам он как бы российский гражданин, поэтому тут как бы вскрываются очень интересные подробности. Продолжайте. Ну, видите, вот сам себе режиссер, собственно. Дело в том, что ну, необходимо сохранять эту структуру, которая обеспечивает управляемость всего этого государственного аппарата. Дело в том, что государственный аппарат в этом плане довольно тесно сомкнут с какими-то такими вот полулегальными, порой нелегальными, мафиозными структурами, системой личных связей, системой там вот кто работал в 95-м квартале, кто тем занимался, кто этим. То есть это такая сложная связка личных связей и государственного аппарата. Чтобы все это работало, Зеленский должен, соответственно, способствовать обогащению своих приближенных, себя тоже возможно. Я не говорю про какие-то фейковые истории, что у него там что-то кто-то купил там Гуччи на $1 миллион. Дело не в этом. Дело в том, что просто эта система государственного управления так работает во многих постсоветских государствах. И Украина здесь не то, что не исключение, а ярчайший пример. К тому же во время войны, понятное дело, воровать проще всего. И понятно, что украинские чиновники, которые, понимаете, не видели никогда таких денег, которые пылились на Украину. Просто представить нельзя. Это вы, значит, служите в каком-то местном уездном театре, а потом вы в большой попадаете, и у вас крышу сносит. Вот буквально снесло крышу многим, в том числе приближенным господина Зеленского. И очевидно, что вот с одной стороны ему нужно, чтобы вся эта коррупционная машина продолжала работать. С другой стороны, как-то неудобно перед партнерами. Если уж совсем неприкрыто это все происходит, то они недовольны, спонсоры начинают негодовать. А что же уж там происходит? Совсем вы уже страх потеряли. И тут поэтому нужно как-то вроде отменять вот эту зависимость антикоррупционного органа, который он попытался провести через закон. То есть вот он сидит на вот этом стуле, крутится со всех сторон, и ему нужно и своим дать коррупционные деньги заработать, и чтобы деньги с Запада продолжали идти. Тут еще война проигрывается, ну буквально какой-то, не знаю, фильм «Бункер». И в этом плане
я думаю, что это всегда удобный инструмент для того, чтобы западные чиновники могли его в нужный момент дискредитировать. В нужный момент вытащить на свет всю эту неприятную историю и сказать: вы думали, что ваш Зеленский национальный герой, который борется за независимость Украины, а на самом-то деле оказался наш отец не отцом, а Владимиром Зеленским, да, собственно, как тоже перефразируя знаменитую фразу Галич, по-моему. Поэтому, да, это хороший инструмент для давления, и в момент можно из героя сделать злодея. Можно сказать, что свалить вину на Зеленского, на самом деле, за все. И я думаю, что это интересная история, потому что Зеленский, мне кажется, хочет свалить вину за все на Запад. Мы боролись, мы страдали, кровь проливали, Запад предал, Запад не помог, Запад оказался, значит, предателем. А у Запада в ответ будет, что и Зеленскому показать, что да, мы тебе помогали, а ты деньги своему Миничу сливал и режиссерские свои дела тут проводил. Так что пауки в банке, и мы еще много интересных увидим подробностей по мере того, как война будет продолжать проигрываться, как смыкается там окружение под Покровском, но не Покровском единым, понимаете? Все смотрят на этот Покровск, во-первых, совершенно не обращая внимания на то, что происходит Славянск-Краматорск, вот там выше, да, но это в целом вообще... так война в целом сейчас идет. То есть в целом это кольцо замыкается, и всем понятно, чем это закончится. Но пока сопротивление ВСУ могут продолжать и продолжают. И, честно говоря, люди гибнут, мне кажется, во многом зазря, потому что понятно, чем это все закончится, и не лучше ли промотать эту кассету кровавую и до конца уже, и как бы заключить то соглашение с Россией, которое в любом случае придется заключать на выгодных для России условиях. Ну, это Алексей, возвращаемся к тому, что украинцы должны дать ответ на этот вопрос. Алексей, украинцев мало кто спрашивает, они вообще в положении достаточно тяжелом сейчас, еще и без света. И я, например, не нахожу однозначного ответа на вопрос. Вот эти отключения света, лишения. Сейчас вообще страшные вещи показывают. Там блогеры показывают тысячные купюры, которые отпечатаны уже то есть свежие номиналы. В интернете демонстрируют прототип 5000 гривны, и за ширмой вот этих мы копейки отменим, потому что это постсоветское наследие, и введем шаг вместо копейки, а казначейство переименуем на скарбницу. Короче, все ждут помимо этого еще и финансового краха, потому что без света, потому что, проблемы, да, то есть гуманитарные и экономические, и все остальные. И есть мнение, что люди, наоборот, сплочаются вокруг там центральной, скажем так, не центробежной силы, а, наоборот, сплочение, да, вокруг центральной власти происходит, и, соответственно, все будут поддерживать, тулятся, друг к другу и к этой основной оси Зеленского, которая подмывают скандалы с ФБР, расследованиями против Миндича. Там же датчане еще и отморозились, они должны были ракетное топливо для фламиндичей поставлять, а потом как-то вникли, посмотрели, сказали: не-не-не, ребята, разберитесь со структурой собственности, и тогда, возможно, да, что-то как-то, в общем, приостановили эти все мегапроекты, да, но тем не менее что-то идет, что-то останавливается. Меня интересует другой момент. Вот в этой связи, в связи фронта, тяжелой ситуации, там коллапса финансовой системы, экономической, энергетической составляющей. Вот в этом всем тут внезапно Зеленский вводит санкции против почти всего правительства Российской Федерации и Кирилла Дмитриева. Плюс там еще есть силовики, это ФСБ, 5-й отдел, и ГРУ раньше был, сейчас по-другому называется, в общем, разведчик главный Зорин. Этот Зорин, он участник Стамбула. То есть это как член переговорной группы. Под санкциями со вчерашнего дня. То есть Дмитриев, Зорин. С одной стороны, если мы вводим санкции против Дмитриева, мы плюем не только в сторону России. Или там, например, украинского прошлого Дмитриева, потому что его связывают связи с... Киевлянин буквально. Родственные и так далее. Мы еще плюем не только в сторону его, мы плюем, получается, Зеленский плюет в сторону Америки. Конкретно Америки, конкретно тех кругов, которые контакты, которые будут дальше сотрудничать. Там, как Дмитриев просил Маска: давай скинемся и деньжат, и построим этот тоннель, и так далее. То есть, да, эти все проекты, это же просто важно.
Ну и с одной стороны. И то есть, как это, одним выстрелом двух зайцев, одним плевком он как бы в два места. Это в Америку попадает и в Стамбул, как, ну, условно, подвисшее, замороженное нечто, но двухстороннее, с меморандумами и, ну, смотрите, историки, когда будут листать вот эту хронику, они же четко увидят, что, ага, война, этот этап, Россия выкатила вот этот меморандум, то есть с такими требованиями, Украина с такими, ну там немедленное прекращение огня и дальше. То есть это же какие-то документы. А Зеленский, получается, вводит санкции против члена переговорной группы, которая это как бы формировала, которые договариваются. Это означает, что переговоры вообще, ну, в двухстороннем формате так точно, вообще невозможно. Прокомментируйте эти санкции. Чего вдруг? Получается странная история. Кто там? Арестович, там Кози Бондаренко, Шелест. Ну, там целая пляда, 8 тысяч человек можно перечислять, можно, не хватит никаких пальцев, никаких руках. Но там же в этом списке Дмитриев и правительство Российской Федерации. Ну, конечно, да, у этого решения нет логического объяснения, у него нету пользы буквально, кроме, ну, какой-то там, не знаю, ярости, кроме какой-то мести. Дело в том, что внесение в украинский санкционный список, в общем-то, для людей, которые находятся вне Украины и с украинским государством не связаны, не влечет негативных последствий, да, это не американские санкции, это даже не европейские санкции, это буквально там, ну, украинские санкции, ну, окей. Но при этом, действительно, как вы справедливо отметили, это используется и будет использоваться Россией для демонстрации Трампу несерьезности украинских намерений. Буквально есть спецпредставитель России по международному сотрудничеству, человек, который лично с Трампом знаком, который с Уиткофом много общался, главный там переговорщик по украинскому треку именно вот Дмитриев Уитков, не по официальному МИДовскому, а по дополнительному. И его вносят в санкционные списки. Смысла в решении нет никакого, вред от него возможен вполне конкретный. Но это, знаете, действительно, украинские власти принимают довольно много, на мой взгляд, вполне нелогичных, очевидно ошибочных решений. Но вот только что все обсуждали вот эту операцию господина Буданова под Покровском, которая тут тоже ни к чему не привела, и на картах это видно. Ну и вот политические решения господина Зеленского также вполне выглядят, ну, что называется, в этом духе. Много как бы форса, много такого гонора, много внешних проявлений, но внутренне мало смысла и потенциально много вреда. Зачем? Почему? Ну, глупость, что можно сказать. Так и скажу. Алексей, но тут же еще возникает другой интересный момент. С Орбаном встретился Трамп, и кроме вот этого пассажа «поможет Украине только чудо», там же конкретно сняли для Венгрии все санкции для российских энергоносителей. Соответственно, дружба, ну, газ, нефть, то есть, пожалуйста. Там, правда, есть какая-то заковыка, потому что Трамп вроде как и американская сторона говорит, это на год, ну, то есть год, и все. У Орбана говорит, не, это как бы просто сняли и все, то есть навсегда. Но Зеленский четко же в таком полуистерическом тоне говорит, вот нам будут выкручивать руки, но мы не пустим ни капли российской нефти на Запад, в Европу. Это вот такая принципиальная позиция. Что делать и что будет предпринимать, условно, договорившийся Трамп и Орбан? Я так понимаю, российская сторона, потому что это контрагенты, они поставляют энергоресурсы в Венгрию, ну и сам Орбан с Зеленским. Ну, смотрите, дело в том, что мы видим, что господин Зеленский довольно много говорит, делает много решительных заявлений, у него они звучат довольно убедительно, человек с хорошим актерским опытом, и здесь как бы никаких сомнений нет. Однако, когда дело доходит до реализации, он всегда отступает под нажимом, под влиянием Дональда Трампа и американской администрации. И очевидно, если Трамп с Орбаном договорился, и Владимир Зеленский попробует вставлять колеса в палки Орбану в рамках договоренности с Трампом, то это не будет воспринято Трампом хорошо. Это будет, грубо говоря, последует окрик из Вашингтона, и Владимиру Зеленскому придется подчиниться. Поэтому, ну все, то есть как бы есть как бы договоренность, понимаете, для Трампа
там Орбан, Зеленский, Европейский Союз. Это, в принципе, подчиненные в рамках системы международных отношений люди. И если подчиненные начинают нарушать ваши прямые приказы или вмешиваться в вашу работу с другим подчиненным, то вы, соответственно, предпринимаете меры дисциплинарного характера. И я думаю, что мы такие меры вполне увидим. Я не думаю, что это повлечет там полный отказ США от какой-то вообще отношения к Украине, но и так Зеленского Трамп не любит, и это вполне видно всегда. Лично к нему относится со времен вот этой истории с компроматом на Байдена, относится с недоверием и нелюбовью, и ну и сейчас тоже он к нему с этими чувствами будет относиться. Поэтому на планы Трампа и Орбана решения и мнения Владимира Зеленского не повлияют. Они найдут способы, очевидно, довольно простые и эффективные, как добиться исполнения значит, достигнутых договоренностей. Ведь Орбан договорился с Трампом не для того, чтобы Зеленский ему палки в колеса вставлял, а чтобы получить энергию для своей страны. И если он как бы... То есть, понимаете, цель не просто договориться, а цель получить энергию. Если он не будет получать энергию за действия Зеленского, он будет как бы работать над этим и, понятно, найдет способы это сделать. Интересно, что в этой всей политической кухне, ну, вчера, конечно, многие поразились, первые кадры появились, и сегодня вышло полностью интервью Guardian Зеленского. Мариинский дворец. Сидят они, общаются с журналистом, и выключается свет. Да. Знаете, и все. И он так, это жизнь, это жизнь. Причем все работает. На удивление, как бы видно и Зеленского, и интервьюера. Они, то есть видно, то есть у них там какие-то, не знаю, фонарики, что-то где-то приглушенно, но видно. Аппаратура все как бы все нормально. Просто как бы такое ощущение, что кто-то просто взял, выключил свет в зале, да, а потом включил через какое-то время, и, мол, смотрите, вот такая ситуация. Цирк, конечно. Многие как бы сказали: ребята, Мариинский дворец, о чем вы? Но в этом интервью очень интересно, Зеленский, и об этом уже пишет Guardian, вообще раскладывает ситуацию. То есть то, что мы с вами обсуждали, то, что мы постоянно пересматриваем, переоцениваем. Значит, Карл III, то есть король, как бы помирил Зеленского и Трампа. А Зеленский признается, что в отношениях с Трампом ему помог именно он. Я не знаю всех деталей, говорит Зеленский, но его величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов. Он очень поддерживает нас, говорит Guardian. Зеленский уверяет, что не боится Трампа, в отличие от других западных лидеров, и называет отношения нормальными, деловыми, конструктивными. При этом Зеленский отрицает слухи, что Трамп, вот это когда был овальный кабинет, там разбрасывал карты, ругался и матерился. Говорит, он ничего не разбрасывал, я в этом уверен. Если так вспомнить, то с Карлом встретился 3 марта Зеленский, а конфликт тут преснопамятный, да, 28 февраля. Насколько, ну вот так пишет пресса, это об этих событиях речь. Что скажете по этому поводу? Насколько вообще Карл игрок в этой всей ситуации? И правда ли, ну, вот этот британский протекторат, ну, вот так влияет на политику? Потому что это политика, отношения между главами того или иного государства. Ну, дело в том, что особенно при Дональде Трампе политика имеет довольно сильное такое личностное выражение. Для него очень важны конкретные персоналии, для него очень важны конкретные люди, которые с ним взаимодействуют. И он видит, знаете, вот мир как во многом «Игру престолов». То есть, знаете, ну вот это похоже немножко на такое средневековое отношение, что нет как бы каких-то государств, а есть как бы владения королей. И вот эти короли — это такие игроки, такие вот акторы, с которыми надо взаимодействовать. И вот понятно, что в рамках этих есть как бы короли нормальные, а есть какие-то князья,
князья, бароны, которые являются вассалами. Вот для него, значит, Зеленский и там Урсула фон дер Ляйен и вообще Европейский Союз — это как бы вассалы, да, это вот такие люди пониже вашего этого самого титула, и поэтому они вам подчиняются, и вы являетесь их сюзереном. Король Карл при этом, вот вполне, так сказать, серьезная личность, потому что он действительно, во-первых, настоящий король, у него и корона есть, и трон у него есть. Звучит очень смешно, но для Трампа это очень важно, для человека, который вот немножко... Он, что называется, падок на все эти истории. И поэтому, да, я не исключаю, что король Карл предпринял какие-то действия по тому, чтобы, значит, поставить Трампа на сторону Зеленского, но при этом мы понимаем, что и весь Европейский Союз, и Великобритания, которая не входит в Европейский Союз, и король Карл ненавидят Дональда Трампа, считают его дураком, идиотом, голливудским каким-то выскочкой, который, как там, не знаю, в нью-йоркском шоу, значит, на рояле играл, условно говоря. И поэтому он делает это в своих интересах. Ему плевать на Трампа, ему плевать на... Ему важно, чтобы Украину поддерживали, а для чего? Чтобы Запад не проиграл. То есть все они понимают, что Украина — это такой проект Запада, и если и когда уже, да, уже можно говорить буквально, когда Украина проиграет, то это будет довольно большим, мощным, сильным поражением для всего этого западного мира, для этого англосаксонского, если угодно, мира. Я не люблю это выражение, потому что англосаксонские королевства все закончились, где сейчас Нортумбрия. Но, тем не менее, для вот такого западного мира это будет поражением. И, соответственно, королю Карлу это не нравится, ему это не надо. Он один из лидеров, одно из лиц этого западного мира, поэтому он вполне может покатать Трампа на карете, посадить его на трон, позволить ему поговорить с гвардейцем, чтобы добиться своей цели. Да, я этого не исключаю. Трамп падок на личные комплименты, падок на лесть, падок на титулы. И когда самый настоящий король ему говорит: слушай, а Украина крутая страна, там же такая формулировка была, типа, знаешь ли ты, что Украина классная страна? Он такой: о, нифига себе, Украина классная страна. Ну, буквально, что имеем, то имеем. Вот с такими людьми приходится работать. Так и живем. Алексей, если мы попробуем разобраться с дальнейшими, ну, скажем так, шагами Трампа, ведь с Орбаном всплывал Будапешт, и там было четко сказано: Будапешт, ну, когда Путин остановится, тогда и будет Будапешт. Такой вывод сделали все из этого разговора. То есть, вроде как Будапешт, как у нас принято в Украине говорить, не на часе, да, с одной стороны. С другой стороны, время его должно прийти, но никто особо не отказывается от него. Насколько все-таки вероятен сценарий, когда Россия и США, ну, договорятся об окончании огня в Украине, войны в Украине? Ведь все-таки продолжают разные люди, депутаты, политики, ну, повторять Равина, да, о том, что через 2-3 месяца все и закончится. Ну, как вам сказать, в целом понятно, как и чем это закончится, да, то есть на самом деле мы вот уже, грубо говоря, на столе лежит проект договора, я не имею в виду в конкретном смысле, что есть какая-то бумажка, но мы с вами все вот как бы смотрим и примерно понимаем, да, что Россия получит. Россия получит как бы то, что она хочет, то, что она сейчас требует, Россия не получит, вероятнее всего, там, как, не знаю, территории до границы с Польшей. Она этого не требует. Да? Требования России сейчас довольно ограниченные. Требования России конкретные и понятные. И Россия, скорее всего, получит их в том или ином виде. Украина пойдет на уступки. На какие уступки? Вот на те уступки, которые на данный момент будут актуальны. Да, типа сказал, ничего не сказал, называется. То есть, типа, сейчас понятно, Украина контролирует какую-то часть Донбасса. Она вынуждена будет от нее отказаться. Она вынуждена будет ее уступить. Или военным путем, или путем дипломатическим. Чем дальше мы идем, тем большими будут эти уступки. То есть, грубо говоря, сейчас я думаю, что отказ от контроля над оставшейся частью Донбасса является достаточным основанием для того, чтобы Россия могла рассмотреть возможность заключения мирного договора. Потом этого, может быть, будет недостаточно. Когда Россия приобретет значительную часть ныне контролируемых украинской армией территорий военным путем, то этот приз уже будет не таким, что называется, ценным. Да? Это будет не та карта, которую украинская сторона сможет разыграть. И поэтому сейчас мы ждем, когда стороны согласятся идти на
уступки. России на уступки сейчас идти смысла нет, потому что она побеждает на поле боя. Украина пока отказывается идти на уступки. И именно поэтому это одна из тех причин, почему Трамп отходит от конфликта. А что ему здесь делать? Россия как бы, не прогибается, но она и поддерживает свою неуступчивость военной силой. Украина что-то тоже не прогибается, а поддерживает она чем свои требования? Только тем, что пока армия не коллапсирует. Хорошо, подождем еще немного. Знаете, еще вот этот коктейль давайте настоим. Так цинично люди на это смотрят, политики, потому что люди не... Вот вы говорите, а вот что об украинцах никто не думает. Да никто ни о ком не думает. Все думают только о себе. И смотрят на этот конфликт как на буквально какой-то вот коктейль, который замешали, и смотрят, чем это все закончится. Это мы тут, знаете, для нас это это буквально это трагедия для русских, трагедия для украинцев, трагедия для славянских народов, да, происходит. Но для них это все вот это вот вунш-пунш, который варится в этой колбе. Поэтому, когда мы увидим, что украинское руководство наконец осознает безнадежность своей ситуации и готово будет пойти на уступки, тогда и будет этот договор довольно быстро заключен. В любом случае Украина останется недовольна, Украина останется в проигравших. Но чтобы не быть недовольным, не надо войну проигрывать. Что имеете, то и получили. Нужно ли было для этого 3 года? Уже больше. Посмотрим. Возможно, все было в Стамбуле, можно было еще решить примерно на тех же самых условиях. В общем. Только лучше. Примерно на тех же самых условиях, но только лучше. Возникает очень интересный вопрос. Так, а что будет с людьми? Об этом вообще, вы заметили, мало говорят. Показывают, например, разрушения. Дрон прилетел в Днепр, в многоэтажку, показывают людей. Я во время эфира вчера тоже смотрел, а вот просто надо посмотреть на этих людей. Это взрослые люди, пенсионеры в основном, скажем, да, вот такие люди. Они пытаются говорить на украинском журналистами, их опрашивают. Одна женщина приехала из Константиновки, потому что там война, там тоже разрушен дом. Приехали, видимо, купили какую-то в панельке, и в нее прилетело, в общем, не стало, и она ходит с этим своим, альбомом с фотографиями и показывает фотографии, семья, застолье, красивые фотки. И видно, что из позапрошлой жизни. То есть эти люди в возрасте, они живут вот этим. Они говорят, мы поехать в Константиновку не можем, там война. Там конкретно сейчас там война, идут бои за Константиновку тоже. Просто опять, как вы правильно выразились выше, все сконцентрировано на Покровске. А там тоже, там беда. То есть Константиновка война, она поехать не может. Днепр приехала, там разбили. То есть и этому человеку, это пример человека, которому некуда податься. Который не дома и уже давно, и уже дома вряд ли когда-то в своей жизни успеет побыть. Потому что, сколько там человеку отмерено, сколько осталось. И это трагедия, получается, вот этого целого поколения, вот этих взрослых людей, которые пенсионеры, мыкаются, тыкаются. Интересно, что тут так прозвучало, но это опять, да, это требует аналитики. На аналитику никто не способен в публичных комментариях в последнее время. Все захлестывают эмоции, даже выступления президентов. Ведь если взять обращение вчерашнее, пятничное совещание Зеленского, такой треп, одни эмоции, никакой конкретики. То есть конкретно, ты верховный главнокомандующий, сидишь с начальником Генштаба, сидишь с министрами обороны, говоришь о контрактах, например, для ВСУ. 0 конкретики. Мы что-то думаем, вот это все скоро будет. Генштаб говорит, мы, конечно, военные решения готовим по Покровску, но мы сказать не можем, а то враг узнает и все. То есть зачем тогда ты показываешь это совещание? Непонятно. И вот в России приняли, поправьте, я не помню, как называется точно, концепция миграционная по людям. Целый документ, прям стратегия российская. И там есть один из пунктов, даже не пунктов, подпунктов. Это возвращение жителей ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской области. Крым, кстати, не указан. То есть со всего мира программа, чтобы вернуть людей сюда. И все как-то так, знаете, вчитались и думают, ё-моё, а это на какие-то годы вперед эта концепция российская, то есть по миграционной политике. То есть конкретно на эти территории Россия будет содействовать возвращению украинцев.
Плюс еще несколько дней назад, добавлю к этому, там Лукашенко, да, сделал феерическое предложение, говорит: украинцы, приезжайте. И все сидят и думают, это он всех зовет, потому что понимает, что зима, одище, ничего не закончится, и нужно, как бы, да, ну, это он так из жалости. Кто-то говорит, что это такая политика, что за людей будут бороться по остановке войны. Какие мысли у вас по этому поводу? Действительно ли все-таки вот у этих людей, ну, как я описал эту женщину из Константиновки, есть хоть какой-то лучик надежды? Ну, как сказать? Смотрите, безусловно, во-первых, мы знаем, что если мы посмотрим на страны, которые приняли украинских беженцев, то больше всего из стран приняла Россия. Больше всего украинцев поехало именно в Россию из государств. Если мы сложим там страны ЕС, там будет больше, но все равно из стран Россия номер один в этом вопросе. Кроме того, понятно, что вообще человеческий ресурс один из самых сейчас востребованных. И проблема в том, что в наших странах Восточной Европы, есть проблемы с рождаемостью. И как раз люди нашего, что называется, склада, простите, там типа белые христиане, европейцы, это в целом редкий ныне миграционный ресурс. Наше общество старое, наше общество, в общем-то, не воспроизводящееся пока. Поэтому мы видим, как активно бьются власти стран над вопросом рождаемости. И, естественно, если украинец не является носителем там радикальной экстремистской идеологии, если он, грубо говоря, оказался волею судеб на территории государства Украина, не являясь при этом украинцем, как, собственно, оказались миллионы людей, которые были включены в состав Украины при распаде Советского Союза в рамках Донбасса, в рамках других государств, регионов, простите, государств. Поэтому, безусловно, будет борьба за человека. И если человек, что называется, особенно с образованием, если он не является там жестким националистом ярым, то, безусловно, он себя найдет в Беларуси или в России, в послевоенной Украине, демилитаризованной, денацифицированной. Да, в любом случае у людей надежда есть. Понимаете, у политической общности Украина надежд как бы не так много, а у людей надежд больше. У людей грамотных, людей законопослушных ждут и будут ждать. И в этом вопросе это интересно, как, грубо говоря, что вот, ну, знаете, говорят там проект Украины. Ну и проект Украины, государство Украина, оно, очевидно, в кризисе находится и будет находиться в кризисе значительное количество лет еще, но у людей при этом есть действительно надежда. Вы справедливо, мне кажется, и верно отметили вот это различие между государством и между людьми. Как вы думаете, ситуация в Америке может обернуться мировым потрясением, экономическим прежде всего, которое сделает бессмысленным там, продолжение войны? Ну, в общем, все остановится само. Что я имею в виду? Значит, внутриполитическая история достаточно тяжелая, когда губернатор Нью-Йорка после избрания мэра Нью-Йорка Мамдани говорит о том, что Трамп направляет своих военных в Нью-Йорк, чтобы как бы погасить Мамдани. Это все вы уже отметили на фоне шатдауна, там пытаются чего-то с демократами умеренными договориться, но ситуация такая достаточно острая. А Трамп вводит $2000, говорит, тарифы, это круто, давайте $2000 всем. То есть, и скоро мы будем, говорит, долг наш закрывать, рекордный, большой. Он даже о долге отзывается, как о чем-то большом. Есть прям очень серьезные разные мнения, они звучат очень громко в интернетах, как говорится, о том, что мы на пороге какого-то грандиозного коллапса финансового, там, сдутия пузыря или там, не знаю, ну как это все описывают, да, чего-то такого грандиозного, что там повторит там 2008 год и так далее. Ну и понятное дело, в таких условиях там войны и все остальное, ну вот как переключается тумблер, и все резко начинают спасаться в плане экономическом, а не в плане военном. Или все-таки здесь больше, ну, такой конспирологии и раздутой истории, все под контролем?
Ну, слушайте, безусловно, США переживает довольно сложный момент гражданского противостояния, и люди отмечают, живущие в США, что, правда, кажется, такой ненависти друг к другу давно не было, и буквально вводится национальная гвардия, вводятся войска, федеральная власть пытается, что называется, повлиять силой на власть штата, власть города, но я не думаю, что это будет иметь большого значения для международной политики. Как бы, знаете, США внутри и США снаружи — это как бы немножко разные Соединенные Штаты. В этом плане могущество никто не подрывает. И даже при остановке финансирования, и вот это сообщение о том, что американским солдатам в Германии предложили идти питаться в пункты бесплатного питания для бездомных, ну, никак не повлияло на боевую готовность этих американских солдат, да, на готовность ядерного оружия США, на готовность США проецировать силы по всему миру. Так что, да, гражданский конфликт в США усугубляется, и много чего возможно, чего казалось ранее совершенно нереализуемо, но, тем не менее, я не думаю, что мы увидим там крушение возглавляемого США миропорядка. Ну, мы видим, как оно происходит постепенно, но каким-то крахом одномоментным все-таки нам не предстоит его увидеть. Вот так скажем. The Telegraph публикует материал, где говорит, что Мадуро, ну вот если Мадуро уберут, в общем, США возьмет контроль над Венесуэлой, это обрушит цены на нефть до 30-50 долларов, и Путину тогда каплык. Ну, Россия, нефть, вот это все. Прям так и пишут британцы. С Bloomberg до этого писал о том, что Мадуро, в принципе, и сам готов уйти, если ему дадут гарантии, что его не будут трогать, и он, и, в принципе, может как-то разрешиться эта ситуация в Венесуэле. Но, кажется, вот это вот интро затянулось в этой истории. Да и Трамп сам, похоже, что-то понял, что глобалисты его заманивают в капкан в Венесуэле. Сунется, не сунется. И действительно ли права британская пресса, что заполучив Венесуэлу и ее тяжелую нефть, сыграв на рынке, это вот тоже против России? Ну, смотрите, я думаю, что будет какое-то действие США против Венесуэлы. Я подробно об этом писал в Телеграме у себя. Телеграм Внешпол, опять же, да, подписывайтесь. Здесь, смотрите, будет предпринято какое-то действие. Первое, или попытка убийства Мадуро. Второе, или попытка, значит, поддержки местной оппозиции какими-то американскими наемниками. Или, соответственно, попытка вызова, ну, или типа буквально госпереворот, да, его свергнут там, не убив. И Трамп все-таки нацелился на Мадуро, он считает его угрозой, и он, я думаю, больше всего, конечно, он очень небольшой любитель военных действий, он попытается вынудить его уйти. И мы видим по сливам в западных медиа, вы справедливо отметили, что, возможно, Мадуро-то сам уже, в общем-то, и не против, потому что понимает, что никто воевать за него не будет. А сам, видимо, сам режим, который он построил, возможно, не считает как бы достаточно прочным. Но это, опять же, наветы западных медиа, наветы западной прессы. Мадуро вполне еще может устоять. Для него это будет испытание. Понимаете, американцы сунутся. Сунуться они могут по-разному. Я описал 3 способа. И вот если Николас Мадуро действительно смог построить тот государственный аппарат, который типа един с народом, где люди поддерживают руководителей и готовы там идти за них сражаться, тогда все у него будет хорошо. А если нет, тогда мы увидим Башара Асада 2:0. И буквально судьба Мадуро в его собственных руках сейчас. И здесь вопрос в том, что на самом деле, понимаете, даже если Мадуро будет свергнут, не факт, что американцы получат то, что они хотят. Я об этом также подробно писал. Где-то в 10% случаев, во-первых, попытка госпереворота заканчивается успехом, а чтобы после этой попытки госпереворота в стране установился стабильный, безопасный проамериканский режим, практически невероятно. Так что Венесуэлу ждут потрясения, и судьба страны буквально в руках ее президента. Ну, а судьба России? Судьба России в руках, так сказать, нашего президента и нашего народа. А как же, что ж тут Россия-то? Россия здесь все-таки, слава богу, не участвует в этом конфликте. Мы, безусловно, имеем нормальные отношения с Николасом Мадуро. Он дружественный России руководитель. Есть связи между Россией и Венесуэлой, военное сотрудничество. Но не будет же Россия воевать за Венесуэлу с Соединенными Штатами. Ну, то есть это невероятный сценарий. Ну, как-то вы, Алексей. Тут весь интернет гудит, что Пригожин, оказывается, жив, и он сейчас в Венесуэле.
Они отрабатывают, так сказать, сценарии противостояния, там российское оружие, ЧВК, тайно, вот там готовятся, так сказать, схлестнуться с американцами в случае сухопутной операции. А вы говорите, Россия ни при чем. Так сказать, не комментируя, значит, информацию о нахождении Евгения Викторовича Пригожина в Республике Венесуэла. Отказываюсь отвечать на ваши провокационные вопросы, вот так скажу. Ой, Алексей Наумов был моим собеседником сегодня. Алексей, благодарю за время и мысли. Да, спасибо вам большое. Спасибо всем. Опять же, рад видеть всех у себя в Телеграме Внешпол. В целом, всегда рад. Хорошего дня. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Самое главное, что нужно пожелать, это беречь себя и друг друга. Есть сообщение, что следующие там мощнейшие удары России по Украине, они принесут, ну, скажем, еще больше разрушений. И кроме электро, газа, там другой инфраструктуры будут нацелены, ну, там ЖД, да, будут еще и удары по мостам, такое делают, ну, скажем так, такие прогнозы. И, судя по всему, ситуация будет еще более критичной. Ну и наблюдаем, конечно, за развитием другой коррупционной ситуации, которая тоже прям по ближайшему Зеленского, по кошельку Зеленского ударили. И ФБР будет догонять. В общем, жуть как интересно. Берегите себя. До скорого.